Всем добрый день, с вами Татьяна. Добро пожаловать на канал. В сегодняшнем видео хочу показать вам, как я буду вязать вот такие вот тапочки. Тапочки, связанные спицами, следочки такие вот, по методу тунисского вязания. Я так думаю, но я это перенесла на спицы все. Немножечко сделала свои изменения, кое-что добавила, кое-что убрала. Ну, в общем, вот такое вот у меня дело получилось. Буду вязать я белым цветом видео. Смотрите, связала сейчас новую пару, вяжу в темном цвете. Ну, мне в темном цвете намного больше нравится, поэтому просто видео в темном цвете будет плохо видно. Кто будет вязать, советую их связать. Темный цвет, если возьмете, вот они намного богаче выглядит, как по мне. Значит, сначала свяжу я мысок. Вот он из клинышков таких у нас будет состоять. Потом провяжу подошву. Потом перейду вот на полотно. И закончу пяточкой и сделаем обвязку. Значит, сейчас я сразу скажу. На размер они будут 37-39. Если размер будет 37, по подошве свяжем на пару петелек меньше и на 1-2 ряда по длине меньше. 38-39 вяжите так же. Вот как я вязала, так же вяжите. Но вот опять при моем метраже. Ниточки у меня турецкие, картопа флора, 240 метров, 100 граммах. Вязать я буду спицами номер 2,5. Вот полностью тапочек сейчас замерю. Я в процессе вязания там потом измеряла подошву. 22 сантиметра, 23 вот до конца. Где-то тут не видно, 23. Даем на растяжку, они очень хорошо тянутся. Вот так вот. Но опять же, какой метраж, может быть, нитки у вас будут другие, поэтому примеряйте. Если пряжа будет плотнее, толще, то и размер, соответственно, у вас получится больше, например, да? Так, нитки сказала, тапочек замерила. Теперь что еще? Ширину, длину я опять же по ходу вязания замеряла. Значит, вот эти вот розочки, цветочки, розочки. Тут сильно тапок натянулся, потому что на 2 петли сделала меньше. Это у меня размер получился вот ровно 37. А эти вот хорошо тянутся. Все цветочки одинаковые, просто располагать их можно по-разному. У меня здесь идут эти налево смотрят, эти направо смотрят. И вот на задней части я тоже вывязала 2 вот таких вот цветочка. Один влево, один вправо. Значит, все очень просто. Вот такая вот схемка. 2 цветочка. По ней мы будем вязать. Сразу себе ее можете забрать. Вот. Сейчас буду монтировать, еще на экран выведу. Ага, значит так, за это сказала. Ну, вроде бы все. Размеры. С размером разобрались. Переходим к вязанию. На спице номер 2,5 я наберу 24 петли обычным способом. Набираем петельки. И первые 3 ряда провяжу лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Набираем 24 петли. Я узелок здесь не буду завязывать, потом это замотаю. Так, перешли на обратную сторону. Первую снимаю, все вяжу лицевыми. Первый ряд, второй, третий вернусь лицевыми. Провяжем 3 ряда лицевыми петельками. А в 4-м ряду будем подключать зеленый цвет. Значит, сейчас вяжу 3 ряда лицевыми. Провязала я 3 ряда лицевыми. 4-й ряд опять я его провязываю лицевыми. Это у меня будет уже лицевая сторона. Иду до конца лицевыми и последние 2 петельки провяжу зеленым цветом. Что я сейчас буду вывязывать? Буду вывязывать вот первый клин. Вот подсоединяю зеленую ниточку и буду делать убавки. Осталось 2 петельки у меня. Одна лицевая и последняя изнаночная, кромочная. Теперь изнаночная сторона. Первую петельку снимаю, все вяжу лицевыми. Все до конца ряда вяжем лицевыми. Весь тапочек мы вяжем лицевыми. Ну, я опять повторяю одно и то же. Довязываем до конца ряда все лицевыми. Пришли в конец ряда.
Последнюю петельку я провязываю изнаночной. Так, теперь переходим на лицевую сторону. Не довязывая 2 петель, все вяжем белым цветом лицевыми. До зеленой не довязываем 2 петельки. Сейчас начнем делать убавки. В каждом ряду, в лицевом ряду я буду делать по 2 петельки, не довязывать. Пришла в конец ряда. 2 зеленых петельки оставляю. Перед ними 2 петельки провязываю зеленым цветом. Эти 2 оставляем. Разворачиваемся, чтобы не было дырочки. Нить перевожу вперед. Обвиваю предпоследнюю петельку. Опять ее вперед завела. Развернулась. 2 петельки у меня осталось не провязанными. И все обратно. Возвращаюсь обратно. Все вяжу лицевыми. Нить назад. Здесь подтягиваем. Все. Это изнанка. Вяжем все лицевыми до конца ряда. Следующий ряд будем таким же самым способом, методом по 2 петельки не довязывать. Будем убавлять петельки. Вяжем до конца. Довязали, перешли на лицевую сторону. Опять до зеленого вяжем все белым. Перед зеленым 2 петельки провязываем зеленым цветом и разворачиваемся. По 2 будем убавлять. Вяжем все белым. Последние 2 петельки провяжу зеленым цветом. Так, пришли в конец ряда. Нить здесь перекрещиваю. 2 петельки провязываю зеленым. Теперь следующая нить перевела, сняла, назад ее завела, опять петельку на спицу и опять нить вперед. Оттянула, развернулись, вяжем все лицевыми по узору, идем в конец ряда. Все. Вяжем так до конца. Перешли на лицевую сторону. Еще раз. Опять у нас убавка. Еще раз покажу. Вяжем все лицевыми опять. Белым цветом. Последние 2 петельки провязываем зеленым. Ну или какой там цвет у вас будет. Провязываю 2 зеленым. Возвращаемся сейчас обратно. Вот у нас 2, 4, 6 уже осталось петелек. Нить перевели вперед. Петельку сняла, нить завела назад. Петельку перебросила. Опять нить вперед. Развернулись. Провязываем их лицевыми. Далее белым цветом продолжаю. Все, вяжем до конца опять лицевыми. Так, по 2. Полностью вот этот вот клин. Сейчас я убавлю, пока у меня на спице не останется 6 петель белых и 2 зеленых. Значит, что мы сейчас делаем? Вяжем все лицевыми и по 2 петельки убавляем. Осталась у меня последняя убавка. Значит, что у меня сейчас здесь на спице? 3, 6, 8 белых. Так, вяжем 6 белым, провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И последние 2 зеленым цветом. Перевела нить. Петельку снимаю. Нить назад. И вперед перевели. Развернулись. Все вяжем лицевыми. Все, на этом убавки закончила. Первый полуклинышек готов у меня. 6 петель белых у меня осталось.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 убавок получилось. Теперь что я сделаю? Все петельки полностью сейчас провяжем белым цветом. Значит, зеленую нить я буду переплетать, верну ее в начало ряда. Для чего? Если же вы, например, вот этот вот узор, цветочек, будете листики вязать точно таким цветом, то тогда вы ее можете оставить. Провяжете листики и потом будете просто переплетать между нитями. Но так как я листики буду вязать другим цветом, потом у меня убавки опять начнутся сверха, поэтому я эту нить проведу сейчас назад. Значит, если у вас листья такого же цвета, нить оставьте здесь. Если же другого будут листики, тогда проведите ее в конец ряда. Теперь что мы делаем? Все петельки провязываем. Все вяжу лицевыми, собираю, и обратный ряд вернусь лицевыми. Через каждые 2 петли я перебрасываю и так доведу ее до конца, эту нить. Так, вяжем до конца лицевыми. Пришла в конец ряда. Последнюю я провяжу изнаночной. Разворачиваюсь. Все петельки вяжем опять лицевыми. Так, все собрали. Идем в конец ряда. Все до конца вяжем лицевыми. Пришли в начало ряда. Теперь, что я сейчас делаю? Провяжу 6 петель. После каждого вот этого вот провязанного ряда я буду по 6 петелек провязывать взад-вперед, делать такое вот небольшое расширение по мыску. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель провязала. Нить вперед, назад завели, петельку перебросили, опять нить вперед, чтобы не было у нас дырочки, и 6 петель провязываем лицевыми опять. Все это один раз так делаю после каждого провязанного клина. Все, так, теперь дальше начинается новый клин. Теперь мы будем делать прибавки, точно так же по 2 петельки, только уже без зеленого цвета. Белым цветом будем делать прибавки. Значит, будем прибавлять до 14, пока у меня не будет 14 петель, а потом начнется у меня узор. Значит, прибавки. 6 петель мы провязали. Теперь следующий ряд провязываем 8 петель, то есть прибавляем на 2 петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добавили 2. Опять нить перевела. Обмотала петельку. И опять вперед ее. Развернулись. Провязываем эти 8 петель. Возвращаемся. Точно так же следующий ряд мы провяжем 10 петель, 12 петель и 14 петель. А потом начну вязать узор, как я уже говорила. Так, провязали 8. Следующий ряд развернулись. Теперь опять добавляем 2 петельки. Получается у нас 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опять нить перевожу вперед, обматываю петельку, петельку назад, обратно вернула, нить опять вперед перевела, развернулась. 2, 4, 5, 6, 8, 10. Пошла петли пересчитала. Развернулись, и теперь наши провязаны 10 петель. Опять мы их провязываем все лицевыми. Точно так же следующий ряд, как я уже сказала, провяжем 12 петель, добавим 2 петельки. И провяжем сами 14 петель. 14 петель провяжем, а следующие 16 петель, где у меня будет, начнем вязать цветочек. Значит, сейчас вяжем, добавляем по 2 петельки. Провяжу 14 петель, добавлю, к вам вернусь. Провязала я, добавила по 2,
14 петель набрала. Сейчас следующий ряд у нас будет с добавкой всего 16 петель. И в этом ряду я сейчас начну вязать узор. Значит, что мне нужно будет? У меня один зеленый цвет, один розовый и один красный. Из них я буду вязать цветочек. Так, теперь следующий ряд 14 провязали. Теперь у нас 16 петель будем добирать. Первые 9 петель провяжем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Одна петелька зеленым. Две петельки белым. Две розовым. Одна красным. Одна белым. Провязали 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Добрали петли. Всего у меня сейчас 16 петель. Возвращаемся обратно. Нить белую перевожу вперед. Петельку сняла. Назад. Петельку вернула обратно. Опять нить вперед перевела. Развернулись. Все вяжем лицевыми. Белый над белым, красный над красным. Каждый цвет над своим цветом. Ниточки потом поподтягиваем, позакрепляем это все. Я сейчас сразу узлы здесь не навязывала. Потом это все буду закреплять. Так более аккуратнее получится. Первый ряд вам покажу по изнанке, потом дальше изнаночные ряды снимать не буду. По изнанке вяжем вот так вот все по узору. Все довязываем до конца. Перешли на лицевую сторону. Следующий ряд. Первые 8 петель провяжем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 зеленым. Вам не слышно? У меня кот храпака дает под столом. Так что, если услышите звуки странные, это моя кошка так храпит. Так, 8 петель провязали белым. Теперь 2 зеленым, как я уже сказала. 2 зеленым провязали. Следующая 1 белая. 2 розовым. 2 красным. 3 белым. Все, этот ряд закончен. Всего на спице 18 петель. Еще раз пересчитаю. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Возвращаемся обратно. Опять нить перевожу. Сняла, нить назад, петельку вернула, нить вперед, развернулась и изнанку вяжем по узору.
Все вяжем. Весь тапочек вяжется лицевыми. Вяжем до конца ряда. Следующий ряд у нас сейчас вместе с добавкой будет 20 петель. Первые 8 петель провяжем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 зеленым. Одна белым. Одна розовым. 3 красным. 5 петель белым цветом. Все, ряд закончили. Осталось у меня здесь 4 петельки всего лишь. 20 провязали, 4 осталось, всего у нас 24. Опять нить перевела, обмотала, нить вперед. Разворачиваемся и по узору идем обратно. А я пойду петли соберу. Следующий ряд сейчас у нас вместе с добавкой будет на спице 22 петли. Первые 8 петель провяжем белым цветом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одна петелька зеленым. Одна белым. 2 зеленым. Раз, два. 2 зеленым и 2 красным. Провязали 8 петель белым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осталось у нас 2 петельки. Опять переобматываем одну петельку, возвращаемся обратно, развернулись, идем в конец ряда, вяжем. Следующий ряд сейчас у нас на спице провяжем полностью 24 петельки. Последние 2 петельки провяжу зеленым цветом, которым я вязала вот эту вот полосу. Так, первые 9 петель провяжем белым, 9 петель вяжем белым. Одна зеленым. Одну зеленым провязали. И оставшиеся все вяжем белым цветом. Последние 2 провяжем зеленым. Все вяжем белым. Идем в конец ряда. После одной зеленой провязала 12 петель белым. Последние 2 петельки провяжу зеленым цветом. Далее возвращаемся по изнанке по узору. Со следующего ряда я начну делать убавки, поэтому я здесь провязала последние 2 петельки зеленым цветом. Точно так же, как я делала в начале, начну здесь теперь делать. Так, возвращаемся по изнанке. (24 петли у нас). Со следующего ряда по 2 петельки будем убавлять. Так, следующий ряд
Теперь у нас с этого ряда начинаются убавки, как я уже сказала. Первые 8 петель провяжем белым цветом. Значит, 2 петельки оставлять будем. Всего сейчас у нас будет 22 петли. Мы должны провязать, 2 петельки оставим. И опять же перед двумя оставленными 2 петельки будем провязывать зеленым цветом. Так, 8 белым вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одна зеленым. Одна белым. Одна зеленым. Далее опять вяжем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 петельки провязываем зеленым цветом. Перевели, опять назад, опять нить вперед, развернулись, далее вяжем по узору все. Идем в конец ряда. Следующий ряд сейчас у нас будет, провяжем 20 петель. Делаем опять, продолжаем делать убавки. Так, в этом ряду у нас уже начнется цветочек. Нить осталась далеко, я ее подниму вот так вот с помощью крючка вверх, подтяну. 7 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Одна зеленым. 3 петли белым. 2 розовым. 5 петель белым. 2 петельки провязываем зеленым цветом и возвращаемся, разворачиваемся и возвращаемся, вяжем по изнанке. 2 зеленым провязали, нить перевела здесь, перемотала, развернулись, все по изнанке вяжем. Изнанка вяжем по узору, все. Идем в конец ряда. Следующий ряд, сейчас мы провяжем 18 петель. Опять делаем убавки белым цветом. Первые 11 петель провязываем. 11 петель вяжем белым цветом. 11 петель провязали белым цветом, 2 розовых. 3 белым. 18 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. И вот 2 белых у нас осталось. Мы их провязываем зеленым цветом. 18 петель провязали. Все, разворачиваемся. Петельку перемотала я, обвела ее. И по изнанке вяжем по узору. Идем в конец ряда. Вяжем до конца. Так, следующий ряд. Все, цветочек мы закончили вязать. Теперь у нас будут только убавки. Будем вязать белым и зеленым. Значит, сейчас у нас будет 16 петель, 16 петель, 14 белым, 2 зеленым. Разворачиваемся и обратно идем.
Так, 14 белым провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, подтянуть надо, 14. Остается 2 белых, провязываем зеленым цветом. Все, убавили, разворачиваемся и возвращаемся обратно. Так, будем по 2 дальше убавлять. Опять, пока у нас не останется на спице 6 белых и 2 зеленых. И точно так же будем провязывать, как вот мы закрывали вот этот вот клин. Значит, что мы сейчас делаем? Вяжем только белым, зеленым, делаем по 2 убавки. Сейчас мы 16 петель убавили, в следующем ряду 14, 12, 10, 8, по 2 петельки убавляем. Узора больше нету, поэтому убавим сами по 2 петельки, дойдем до последних 8 петель, к вам вернусь и будем продолжать дальше вязать второй клин. Здесь понятно. Опять по 2 провязываем белым, 2 зеленых, по 2 убавляем, разворачиваемся. Убавила я петельки, осталось у меня 6 белых, 2 зеленых. Теперь что я буду делать? Точно так же, как делала вот в начале. Все петельки сейчас провяжу белым цветом. Все провязываем белым. И обратно возвращаемся тоже лицевыми белым цветом. Провязываем до конца лицевыми и вернемся лицевыми. Провязала все лицевыми, вернулись с начала ряда. Теперь опять точно так же провяжем 6 петель лицевыми, вернемся и начнем следующий клин вязать, делать прибавки. По 2 прибавки начнем делать. Так, сейчас вяжем 6 петель белым. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нить перевела. Развернулись. 6 петель провязываем обратно. Так, теперь новый клин. Теперь у нас начинаются сейчас прибавки, будет по 2 петельки. Здесь немножечко есть разница по сравнению с первым клином, потому что цветочки один смотрит влево, другой будет смотреть вправо. Поэтому я здесь подгоняла, немножечко будет отличаться один ряд. Значит, теперь что мы опять делаем сейчас? Вяжем первый ряд 2 прибавки 8 петель, следующий ряд 2 прибавки 10 петель, потом 12 петель, потом 14 петель, и 14 петель, когда у меня будет, я начну вывязывать узор. Там, если я вязала с 16 петель, то здесь буду с 14. Так, что мы делаем теперь? Так, 8 петель провязываем. 6 петель у нас было провязано, 2 прибавляем, 8. Провязываем 8 петель, возвращаемся обратно. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали, нить вперед, эту сняли, опять на спицу перевели, нить перевели вперед, развернулись, идем обратно. Так, провязываем 8 петель и точно так же провяжем 10, 12, 14 начнем вязать. Я к вам вернусь и начнем вязать вместе узор. Вяжем сейчас, добавляем по 2 петельки. Сделала я добавки. Сейчас у меня будет вместе с добавками 14 петель. Значит, будет начало узора. Первые 11 петель я провяжу белым цветом, потом 2 розовых и 1 белую. Вяжем. Всего получится 14. Первые 11 вяжу белым цветом. 11 петель провязываем. Провязала 11 белым, далее 2 розовым. И 1 белым.
Все, 14 петель провязала. Разворачиваемся. Нить обматываю, чтобы не было дырочки. Разворачиваемся и вяжем по изнанке. Возвращаемся в конец ряда. Да что-то не могу нить схватить. Ну. Жарко, нитки к рукам прилипают. Так, все, вяжем до конца ряда. Следующий ряд вместе с прибавкой у нас будет 16 петель. Первые 7 петель провяжем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Одна петелька зеленым. Смотрите, где осталась низко. Сейчас мы ее под петельками вот так вот подхватим и протянем крючком. Вот так вот это протянем. Протянула. Теперь одна зеленая. 7 белым провязали. Одна зеленая. Далее 3 белым. Две розовым. И опять 3 белых. Все, ряд заканчивается на этом. Возвращаемся. 1, 2, 3. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 петель провязали, добавили. Идем в конец ряда. Все, вяжем по узору. Вяжем до конца. Следующий ряд вместе с добавкой у нас будет 18 петель. Первые 8 петель провяжем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одна зеленым. Одна белым. Одна зеленым. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. Теперь 7 петель белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, 18 петель провязали. 7, 3. И здесь у нас 8, 18 петель. Возвращаемся обратно. Нить перевожу вперед. Завожу назад, петельку обвиваю. Разворачиваюсь и вяжем по изнанке все по узору. Идем в конец ряда. Так, 18 петель провязываем. Следующий ряд 20 петель вместе с добавками. Первые 9 петель провяжем белым цветом. Вяжем 9 петель белым. Девять белым провязали, одна зеленым. 10 петель белым цветом. Провяжем 10 петель белым цветом, развернемся и пойдем обратно. Всего будет 20 петель провязанных. Довязываем 10 петель белым. Следующий ряд вместе с добавкой у нас будет 22 петли. Первые 8 петель провяжем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одна зеленым. Одна белым. 2 зеленым. 2 красным.
8 петель белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осталось 2 петельки у меня. 22 петли провязали. Возвращаемся обратно. Развернулись. Идем по узору, изнаночная сторона. Следующий ряд. Сейчас мы провяжем 24 петли. Последние 2 петельки провяжу зеленым цветом. Так, первые 8 провяжем белым цветом. 8 петель вяжем белым цветом. Восемь провязали, 2 зеленым, 1 белым, 1 розовым, 3 петли красным цветом, 3. Теперь 7 петель провяжем белым и оставшиеся 2 зеленым. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Последние 2 зеленым. Со следующего ряда, с лицевого, начнем делать убавки. Точно так же, вот как мы делали в первом треугольнике. Развернулись, вяжем по изнанке, по узору, идем в конец ряда, все вяжем изнаночными, изнаночными лицевыми. Что это у нас было? 24 петли провязали, возвращаемся. Следующий ряд у нас начнутся убавки. Сейчас мы провяжем 22 петли. 2 петельки оставим, 22 петли провяжем. Первые 8 петель провязываем белым цветом. Вяжем 8 петель белым. Так, дальше 2 петли зеленым, 1 белым, 2 розовым, 2 красным, 2 оставшиеся петли вяжем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. 2 зеленым, 2 оставляем, возвращаемся обратно. Делаем убавки. 2 зеленым провязали, нить перевели, обмотали петельку, 2 осталось на спице, возвращаемся по изнанке, вяжем по узору, идем в конец ряда. Следующий ряд вместе с убавками у нас будет 20 петель. Первые 9 петель провяжем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 зеленым, 2 белым, 2 розовым,
1 красным, 3 белым, последние 2 петельки провязываем зеленым цветом, 2 оставляем, убавляем и возвращаемся обратно. Так, что это мы провязали 20 петель. Разворачиваемся. Все, идем в конец ряда. Все вяжем по узору. Что тут у меня? Следующий ряд у нас будет 18 петель вместе с убавкой. Значит, все провяжем 16 белым и 2 зеленым. Цветочки мы вязать закончили. Нам эти цвета больше не нужны. Я оставляю только один зеленый цвет. Вот. Всего посередине у меня будет 2 таких вот треугольничка. Значит, что сейчас делаем? Дальше идем убавлять. Будем убавлять, как убавляли вот в предыдущем треугольнике, до 6 белых и 6 белых и 2 зеленых у нас останется. Значит, сейчас провязываем 18 петель всего, 16 белым и 2 зеленым. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Осталось 2 белых. Провязываю их зеленым цветом. Все, убавили еще 2. Разворачиваемся и идем обратно. Идем в конец ряда. Следующий ряд вместе с убавками, что у нас получается 16 петель. Далее 14, 12, 10, так по 2 по 2. Сейчас будем сокращать. Вот что у нас такое вот дело получается. Так, теперь продолжаем вязать и убавлять петельки. Значит, что мы теперь здесь у нас будет? Так, 2 зеленых, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Всего 16 петель. 14 белым провязываем, 2 зеленым, разворачиваемся, идем обратно. Все точно так же, как мы вязали вот в начале. Так, здесь уже провяжем сами, думаю. Убавляем по 2, довяжем до последних 6 петель. Я к вам вернусь и начнем последний треугольник делать прибавки. Закончим наш мысок. Узор провязали, самое основное, что было. А здесь сейчас вот по 2 убавим до конца, потом наберем опять по 2 петельки и выйдем на ровную линию, закончим мысок. Так, провязали последние 2 зеленым опять. Вперед. Развернулись, все, возвращаемся обратно. Так, довязываем наш клин второй, убавляем по 2 петельки. Убавили петли, осталось 6 белых и 2 зеленых. Что мы дальше делаем? Точно так же все провязываем белым цветом, все лицевыми, и возвращаемся обратно лицевыми. Потом провяжем 6 петель подъема. Точно так же, как делали вот в предыдущих треугольниках. Так, убавили все до 6. Далее провязываем все, собираем их в кучу, провязываем все белым цветом. Вяжем до конца все петельки, все 24 петельки провязываем. Идем до конца. Последнюю изнаночную провязала, развернулись и возвращаемся опять все лицевыми петлями. Все ниточки пообрезаем, попрячем хвостики. Вот такая изнанка получилась.
Вяжем до конца. Перешли на лицевую сторону. Провязываем 6 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Возвращаемся обратно. Такой подъемчик небольшой сделали. Так, 6 петель провязали. Все, следующий ряд, последний у нас клинышек идет. Мы начинаем делать добавки. По 2 петельки в каждом ряду будем добавлять, пока не закончатся все петли на спице. Только один белый цвет. Теперь что мы вяжем? 8 петель, 10, 12, 14, 16, 18 и так до конца. Так, 8 петель теперь провязываем. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добавили. Нить обвела, перевела вперед, развернулась, возвращаемся обратно. Точно так же вяжем следующий ряд, 10 петель. Далее провяжем, добавим по 2 петельки самостоятельно, закончим все вот эти вот 24 петли, добавим, дойдем до конца, я к вам вернусь, потом закроем петли. Закончила я прибавлять петли до последней петельки, прибавили все. Теперь дальше что делаю? Изнаночный 1, лицевой 1, провяжу еще 3 ряда и закрою петли. Точно так же, как мы вязали в начале в самом. Сразу намечу серединку. Вот здесь у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот от зеленой вот этой вот полоски точно так же 11 зубчиков здесь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Пересчитала по зубчикам вот себя, чтобы проверить. Вот все пересчитала по зубчикам. Все это дело разделила, все посовпадало. Значит, что мы теперь делаем? Закрываю, провяжу еще один ряд и закрою петли. Провяжем до конца. Так, провязала, закрываем петли обычным способом по 2 петельки, закрываю вместе. Закроем петли, обрежем нить и перейдем к подошве. Все, по 2 закрываем. Вот такой мысок у меня получился. Теперь что я буду делать дальше? Сейчас по всему мыску, по петелькам я наберу петли. Вот начну вот здесь с краешку, наберу петельки и один ряд провяжу по изнанке лицевыми петлями. Всего у меня получится 61 петля. 12, 18, одна посередине, 18 и здесь 12. Так вот я считала. Значит, что вот тут вот самую первую. По 2 дужки ввожу крючок. Можно это спицы набирать. И наберу петельки. Хвостик это сразу перебрасываю. Запутаем его. Можно на круговые спицы набрать. Я наберу на 3 спицы. Так, здесь понятно вроде бы. Наберем петли и вернемся один ряд, пройдем лицевыми, а потом перейдем к подошве. Так, набираем петли и провяжем лицевыми по изнанке. Провязала я один ряд лицевыми, вернулась. Значит, теперь что я сделаю? Сейчас перейду на подошву. Подошву я начну вязать. 9 петель оставлю на подошву, потом еще по одной доберу. Будет у меня 11 петель по подошве. Опять же, вы ориентируетесь по своему размеру. Если размер маленький, то оставьте 7 петель на подошву, например. Так, у меня всего 61 петля. Сейчас что я сделаю? 26 и 26 это будет 52, и 9 это будет 61, да? Значит, по 26 петель я оставлю на боковых спицах, и на средней оставлю 9 петель. Сейчас я сразу, чтобы нить не обрезать, перенесу 26 петель на вот эту вот спицу.
1, 2. Вот так я просто перекручиваю нитку плотно взад-вперед. 26 петель считаю себе. Перехожу на подошву, боковые петли отсчитала. Вот у меня средняя петелька посередине, 4 с этой, 4 с этой, 9 петель я вяжу по подошве. Так, первый ряд провяжу лицевыми 9 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Нить вперед привела, перевернула, и опять эти 9 петель провязываю. Ой, зачем же я ее провязала? Первую петельку надо снимать. Ой, зарапортовалась. Нить впереди, первую петельку сняла, и остальные провязываю. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И по одной петельке добавлю, будет у меня 11. С этой спицы, потом с этой спицы добавлю по одной петельке, чтобы немножечко так вот плавнее был переход. Одну добавила. А далее буду закрывать по методу пятки уже со следующего ряда. По 2 петельки, эти 11 петель буду провязывать вместе. И все петли до конца закроем. Как обычную подошву мы вяжем, пятку, подошву. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 добираю. Все. И переходим на изнанку, провязываю теперь 11 петель, и последнюю петельку по изнанке я буду соединять вместе, провязывать лицевой петлей, по лицевой стороне 2 вместе буду провязывать изнаночной петлей. Так, теперь что мы делаем? Вяжем опять все эти 11 петель, провязываю лицевыми. Провязываем до конца все петли. Пришли в конец ряда, последнюю петельку, 2 вместе провязываем, соединили. Все, переходим на лицевую сторону, все вяжем лицевыми, вяжем до конца ряда. Пришли в конец ряда, и опять последнюю петельку по лицевой стороне провязываю 2 вместе изнаночные. Все, значит, вяжем подошву, соединяем по 2 петельки вместе, довяжем до конца, соединим все петельки, я к вам вернусь и будем вязать остальное полотно нашей тапочки. Вот так вот оно сейчас начнет вырисовываться. Будет все окей, вяжем. Закончила я вязать подошву. Вот такой вот мысок получился. Теперь дальше. Вот с каждой вот этой вот боковой стороны я сейчас наберу петли. С 2 сторон. Значит, петель получится много. Мы вот здесь потом по пару петель будем убавлять, чтобы в итоге осталось 52, 54, ну или 53 в этом районе петли, до 55, не больше. Потому что следочек будет очень высоким. Да. Значит, сейчас что я сделаю? Опять же вот под 2 дужками вытягиваю петельку, набираем. Так, где тут у нас? По одной доберем до самого конца петли. Набираем петельки. Я набрала петли, у меня получилось 24 петли, хотя вот я первый уже тапочек отвязала. Не знаю, у меня должно нечетное количество получиться было петель. С одной 24, с другой получилось 23 петли, 23 петельки, одна петелька куда-то пропала. В общем, у меня получилось четное количество петель, поэтому я буду убавлять, оставлю 54 петельки у себя. Значит, сейчас что я сделаю дальше? Набрала петли и вернусь изнаночными этот ряд.
Первую снимаю, одну провязала изнаночной, следующие две сразу закрою вместе, провяжу, вот так вот убавлю и до конца довязываю эту спицу изнаночными петлями. Петли подошвы провяжем, как мы их вязали, лицевыми, да, провяжем их лицевыми и также наберем петли с другой стороны. Вяжем до конца. Провязали подошву, теперь точно так же набираем вот с этой стороны. И по изнанке провяжем уже все, пойдем лицевыми провяжем. И в начале ряда с изнаночной стороны я тоже сделаю одну убавку. В общем, убавлю до нужного мне количества. Опять же, если размер маленький, то у вас, ну, смотря какая плотность нити, и 50, и 52 петельки может быть. Примеряйте. Ну, я всегда вот вяжу. В среднем у меня 53-54 петли. Вот это вот ширина при моем метраже, конечно. Так, набираем петельки, идем до конца, набираем петли. Набрали петли. Все. С этим покончено. Теперь разворачиваемся и далее все будем вязать, как вязали, лицевыми до самой пятой. Значит, здесь что я сделаю? Первую снимаю, одну провяжу лицевой, 2 провяжу вместе, убавлю. И далее до конца ряда буду вязать все лицевыми. И последующие ряды тоже буду вязать все лицевыми. Все, петли набрали. Вяжем. Так, теперь что будем делать дальше? Сейчас провяжем лицевыми. С этим вроде бы понятно. Показывать все лицевые ряды не буду. Петельки набрала вместе с вами. Теперь смотрите, что я сделаю дальше. Сейчас 1, 2, 3, 4, 5. Вот 5 зубчиков провязала. 5, 6, да, от начала. И свяжу по такой розочке. Розочку я с вами, это уже цветочек с вами уже только что провязывала, поэтому опять его вязать не буду. От начала отступлю 5 петель и вывяжу его. Свяжите его по схеме. Схема в начале видео схема есть. Значит, один с этой стороны свяжу, другой с этой. Провяжем нужную длину лицевой платочной вязкой до пятой. Я к вам вернусь и вместе потом свяжем пятую и вот этот вот цветочек. Значит, можно оставить однотонным. Можно при желании вот вывязать вот такие вот цветочки по бокам. Значит, вяжем дальше, дойдем до пятой. Какая вам нужна длина? Я свой размер провяжу до пятки, замерю это все в сантиметрах, тогда уже ширину и длину. Сейчас что мы делаем? Вяжем нужную нам длину до пятой. Провязала я нужную мне длину до пятой. Сейчас я это дело буду измерять. Так, как же его тут померить? По подошве. Подошва заворачивается 23 сантиметра. Это в спокойном состоянии. Пару сантиметров дадим на растяжку. В общем, до 23 у нас на 37 идет, 24 на 38, 25 на 39. Растягивается довольно хорошо. Еще сейчас 5 добавится. Так что от 37 до 39 можно растянуть. Вот. Так, что еще? Высота, ширина его. Так, что у меня здесь полотно само получилось? Сколько сантиметров? 17,5 в ширину. По мыску вместе с подошвой 10 сантиметров. Что еще замерить? Ну, можно ширину подошвы. Она маленькая, узенькая, 4 сантиметра, потому что мысок широкий у нас. Так, теперь переходим на пятую. У меня было четное количество петель, поэтому я на пятку возьму средние 14 петель. Далее начинаем закрывать пятку, средние 14 петель. Провязываю точно так же все платочной вязкой. По лицевой стороне последнюю петельку закрываю с петелькой с боковой спицы, 2 вместе провязываю изнаночной петлей. Перехожу на изнаночную сторону, все вяжу лицевыми и последнюю петельку закрываю лицевой петлей вместе с петелькой с боковой спицы. Так, последняя петелька. Соединяем, 2 вместе провязываю. Так соединим всю пятку, пока не закончатся все петли у нас. Значит, что я сделаю сейчас?
У меня останется вот на спице 14 петель, и я по пятке вывяжу еще вот такой вот один цветочек. И потом еще в конце по одной петельке убавлю, чтобы не было здесь сильно широко. Значит, сейчас вяжем. Останется 14 петель, вывяжу по цветочку. Здесь у меня на одном следочке цветочек смотрит, куда он смотрит? Влево. А следующий сейчас я буду вязать, вот он будет смотреть вправо. Значит, точно так же, как мы вывязывали вот здесь. Один у меня смотрит влево, а один вправо. Кто еще не заскриншотил, можете заскриншотить. Так, сейчас вяжем пятую, дойдем до цветочка, я к вам вернусь. Так, что я буду делать дальше? Сейчас у меня, значит, вот здесь вот на спице осталось 14 петель, и я начну вывязывать цветочек. Этот у меня будет смотреть в правую сторону, вот этот вот сейчас буду вязать. Вязать будем вот по такой схеме. Кто в начале схему не увидел, опять я показываю, вот этот вот. На одном следочке будет смотреть влево, на втором вправо. Так, значит, что теперь? Не довязывая, вот 5 петель у меня осталось. Первый ряд. 14 петель у меня по пятке. 5 петель осталось. Одну провязываю зеленым. Остальные все вяжем белым. Последнюю петельку соединяем. 3, 4. Тут я перекручивала, распускала. 5. Соединили 2 вместе. Перешли на изнанку. Опять вяжем все лицевыми по изнанке, так как мы вязали по мыску. Так, второй ряд. Опять все также вяжем белым. 1, 2, 3, 4. 4 петли провязали. Теперь что у нас по схеме идет? 5 петель, 3 зеленых, 1 белая, 1 зеленая. Далее 3 зеленым провязываем. 1 белым, 1 зеленым. Остальные все белым цветом. Последние петельки соединяем. Так, далее перешли на третий ряд. Что у нас? 1, 2, 3. Теперь 3 зеленых у нас идет. И вот смотрим схему. И так вывяжем. На одной пяточке будет влево смотреть, на другой вправо. Так, с этим вроде бы разобрались. Довязываем по схеме цветочек наш. Так, что у нас тут 3 зеленых опять. 1 белая и 1 зеленая. 1 белая и 1 зеленая. Оставшиеся все довязываем белым цветом. И по изнанке все по узору идет. Довяжем пятую самостоятельно. Я к вам вернусь в конце последних рядах. Я, как уже говорила, не говорила, закрою по 2 петельки, убавлю вот здесь по ширине. Будет у меня останется 10 петель. Для чего? Чтобы вот это вот не было сильно много петель, не было сильно широко. Но опять же, если вам этот проем по количеству петель проходит, то можно здесь по 5 и не убавлять. Вяжем. Закончила я вязать розочку. Теперь в предпоследних рядах первую снимаю, следующие 2 петельки провяжу вместе, по 2 петельки убавлю. И точно так же сделаю в конце ряда. Закончу пятку. Обычным способом по 2 петельки закроем петли и перейду к обвязке. Так, вот одна у меня на спице остается, 2 провязала вместе. Все. Закрыла и пару рядов еще сейчас закончу. Закрываю петли, последний ряд, провязали, закрыли пятку. Так, тут у меня получилось 3 петли вместе. Так, теперь что я сделаю? Возьму зеленый цвет, которым вот провязывала вот эти вот полоски, треугольники. И сейчас зеленым цветом наберу петельки. Так, это у меня последняя петля. Сразу ее так вот.
Так, белую оставляю, потому что я сейчас буду бейку вязать на тапочке зеленым и белым цветом. Так, теперь под крайними вот этими вот двумя дужками я набираю петельки. У меня всего получится 64 петли. Я даже их в этот раз не убавляла. Так, набираем петельки. Я наберу на 4 спицы это все. 5 буду вязать. Смотрите, что я сейчас сделаю. Наберу петельки. 2 ряда провяжу изнаночными петлями. Далее 5 рядов провяжу белым цветом, лицевыми белым. Внутреннюю часть я перейду на спицы номер 2, на полномера меньше, чтобы вот это вот дело лучше заворачивалось. И оставшуюся внутреннюю часть я провяжу зеленым цветом, а потом это все примонтирую. Значит, сейчас набираем петли, провяжем 2 ряда по кругу, это все вяжется, 2 ряда изнаночными, потом сейчас точно 1, 2, 3, 4, 5 рядов. 5 рядов у меня белым. Хотите, сейчас в сантиметрах это посмотрим. Вот 1 сантиметр у меня белым. И потом перегнем, провяжем зеленым. Набираем петли, вяжем. Провязала я бейку по всему тапочку. Сейчас замерю в сантиметрах, сколько всего. Вместе с первыми 2 рядами, ну вот, 3,5 сантиметра. Теперь выворачиваю это все наизнанку. Значит, что у меня здесь было? 2 ряда зелеными изнаночными, 5 рядов белыми я провязала и 8 рядов я провязала зеленым. Выворачиваю наизнанку, перегибаю это все и подвязываю. Значит, одну петельку снимаю со спицы. Вот первый у нас напорный ряд проходил зеленого цвета. Подхватываю эту одну петельку, захватываю ниточку и протягиваю, соединяю. Так по одной соединю все петельки. И вуаля, будет готово. Захватила ниточку, раз протянула и второй раз протянула. Я сказала 64 петли, нет, я ошиблась, у меня 66 петель, но это не столь важно, все равно я так думаю, что у всех будет меняться количество петель. 64 петли у меня было на темных тапочках, я вторые вяжу, они на размер меньше, и там у меня по верху было 64, а в этих 66 получилось. Ну, так как у нас мысок не сильно глубокий, поэтому количество петель не должно быть сильно маленьким. Так, все. С этим понятно, разобрались. Довяжем до конца, обрежем нить. И вот такое вот дело у нас должно получиться. Все, на этом сегодня все. Я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем легких петелек. Пока-пока.